Джонатан Риверс нанял спутницу через приложение, чтобы поддержать видимость идеальной жизни перед инвесторами. Она была незнакомкой, известной лишь под псевдонимом Софи, без прошлого и будущего в его мире. Когда она вошла на вечер, маленькая рука его дочери Элизы коснулась ее, и что-то в этом мгновении стало вечным. С того вечера смех вновь заполнил дом, а пустота, оставшаяся после смерти жены, начала медленно отступать. Джонатан стоял перед зеркалом в своей квартире на верхнем этаже небоскреба в центре Лейквуд-Сити. Его костюм, шитый в Милане, сидел идеально, серебряные запонки отражали свет люстры. Но глаза, серые и усталые, выдавали его одиночество. На столике лежала фотография умершей жены, Элис, с младенцем Элизой на руках. Рак забрал ее 2 года назад, оставив Джонатана одного с дочерью и огромной компанией Sunrise Innovations. Софи готовилась к вечеру, поправляя платье цвета ночного неба, скрывая тревогу за привычной улыбкой. Она привыкла быть идеальной спутницей для чужих глаз, но сегодня ее сердце билось быстрее. Возможно, это были глаза Джонатана, в которых сквозила усталость и теплота, или усталость самой Софи от бесконечных ролей. На галавечере в Голден Крест среди хрусталя и струнного квартета Джонатан заметил ее сразу. Она двигалась легко, улыбка казалась искренней. И Лиза, как только увидела ее, бросилась к Софи и взяла ее за руку, словно давно знала. Маленькая девочка смогла увидеть в ней больше, чем просто нанятую спутницу. Софи стала частью их вечера. Она заботилась о Элизе, играла с ней, помогала Джонатану общаться с гостями, не привлекая лишнего внимания. Вечер превратился в тихое волшебство, смех девочки, мягкие движения Софи, теплый свет люстр. Позже, дома, они втроем готовили ужин, смеялись над игрушками, создавали уют. Софи рассказывала о прошлом, о балете, о травме, которая лишила ее сцены, о детях, которых она учила танцевать. Джонатан слушал, постепенно понимая, что она стала частью их жизни, а не просто ролью. Когда прошлое Софи всплыло, ее профиль на сервисе спутниц, она призналась, что это было давно и больше не повторяется. Она не хотела лгать, она уже выбрала их. Прошло время. Софи стала наставником Элизы, вместе они танцевали дома и в студии, которую Джонатан основал в память о жене. Дом наполнился смехом, теплом и светом. Элиза называла Софи мамой Ли, а Джонатан наконец понял, что счастье можно построить, а не только ждать. Любовь и семья пришли не из случайности, а из присутствия, заботы и искренности. Маленькая рука, прикоснувшаяся к Софи в первый вечер, стала связующим звеном, которое навсегда изменило их жизни.